Всем привет, народ! Вот настал тот день, немножко болею и делаю обзор на данные часики. Полностью разобрались с этими часиками, очень часы понравились. Не то что очень, а просто супер понравились часы своей работой. Не докажут никакие, честно говоря, Xiaomi. Вот, так как работают очень четко и адекватно, и точно. Но, друзья, это будет обзор не на Pro-версию, как я ожидал, а просто на R7 часы. Blackview R7. Почему так получилось, не знаю, наверное, это известно только упаковщику, продавец тут не виновен. Да и продавцу я хочу, наверное, высказать благодарность за такой вот эксклюзив. Так как я перерыл, друзья, весь интернет, весь YouTube, весь AliExpress, ни единственного видеообзора. Ни на AliExpress я не нашел никаких продаж вот этих вот часов R7. Смотрите, какая красота, поддерживают анимацию, то есть я полностью доволен. Ну как, я доволен, мне, честно говоря, по барабану, но сынишка доволен, и это главное. Вот, часики наши обладают таким вот ремешком силиконовым, довольно приятным. Ремешок у нас, видите, брендирован, все подписано на пряжке. Ремешок у нас 22 миллиметра, стандартный, кому надо, пожалуйста. Закупайте любые ремешки 22 и меняйте их хоть каждый день. Меняются очень легко вот этими вот быстросъемами. Какие у нас есть, друзья, отличия от Pro версии? Если брать, допустим, вот этот вот циферблат от Pro версии, то в Pro версии, видите, вверху, вот здесь вот, будет стоять такой вот треугольничек. У нас же здесь все одинаково. Второе отличие. У нас система зарядки, кабель. Двухконтактный магнитный кабель. А у Pro версии этих контактиков 4. И мы их можем подключать к компьютеру и закачивать во внутреннюю память, независимую от телефона, значит, во внутреннюю память часов до 20 мелодий. Там что-то 128 мегабайт, по-моему, памяти. Если ошибаюсь, поправляйте. То есть мы можем слушать мелодию автономно, без телефона. И один невидимый такой знак отличия — это то, что мы в Pro версии можем подключить тоже автономно, совершенно автономно, прямо к часам наушник, что в нашем случае сделать нельзя. Но это для моего сына оказалось абсолютно не проблема, он не слушает в наушниках телефон и тем более часы, поэтому для него все просто супер. Вот. Часы можно, друзья, отнести скорее к спортивным часам, эти смарт-часики, нежели к просто какой-нибудь там безделушке. Вот, смотрите, что у нас по характеристикам, давайте по-быстрому. То есть дисплей у нас имеет 1,28 дюйма, время зарядки 2,5 часа, на самом деле немножко меньше, ну, хотя, наверное, у каждого по-разному. Емкость 280 мАh батарейки, срок службы батареи 5-7 дней, у нас уже дней 8 часы и еще почти ползаряда. Это тоже, наверное, зависит от использования или я не знаю еще от чего. Водонепроницаемость до 1,5 метров. Значит, Bluetooth версия двойной, Bluetooth 3.0, 5.1. Звонки совершаются у нас по версии 3.0 по ходу, а все остальное по 5.1. Да-да, друзья, звонки. Наши часики, мы по нашим часам можем спокойно переговариваться. Вот, ну, матрица такая-то, дисплей, ширина ремешка такая-то. Вот, инструкция у нас тут на, наверное, 6 языках, все досконально, подробно, ясно. Есть у нас приложение для iOS и Android. Скачиваем, устанавливаем, как говорится, пользуемся. Давайте теперь немножко по часикам нашим. По часикам. Значит, в этом районе, вы видите, у нас есть микрофон встроенный. Часики наши выполнены очень четко, красиво, досконально. Все буквально выверено. Вот. И в этой области у нас есть громкий, друзья, динамик. Итак, приводим часы в чувство, видим наш главный экран и свайпом вниз вот видим такие вот страничку настроек. То есть информация, это у нас информация о часах, и мы уже здесь можем наблюдать просто версию R7. Вот, без Pro. Так, давайте дальше. Значит, у нас имеется поиск телефона. Сейчас телефончик наш будет играть. Вот, телефончик нашли.
и выключили. Далее имеется, друзья, вот эта вот луна. Это как в телефоне, не беспокоить. Если вы ее включите, эту луну, то, соответственно, вас телефон ни звонками, ни уведомлениями, ничем не будет беспокоить. Есть у нас режим разговоры, называется. Вот, соединение успешно. Теперь мы можем эти часы просто выключить. Ну, не выключить, а положить. И что такое режим разговоры? Давайте я продемонстрирую. То есть включаем, допустим, мое видео. Друзья, давайте я это, наверное, сниму уже. И вы слышите, что звук пошел у нас с часов, а не с телефона. Вот я подношу к петличке телефон, ничего, и подношу там на разных наших часы. Друзья, да? Надеюсь, вы видите разницу, что у нас звук идет именно с часов. Очень громкий звук, давайте, хорош, наверное. При разговоре с оппонентом очень хорошо слышно в машине, допустим, вот едешь на вытянутую руку руль, это примерно 60 сантиметров до часов, все шикарно слышно, как мне, так и оппоненту. То есть в этом плане вообще шикарно ребята сделали эти часики. Так, дальше давайте немножко пробегимся по настройкам, что тут у нас есть. Так, тут у нас все, ну тут есть еще настроечки, вот яркость, погасить экран, переключить, H-Band. Что такое H-Band? Допустим, вы потеряли, друзья, инструкцию, включаем H-Band, и у вас есть QR-код для скачивания приложения. Приложение также и называется H-Band, поэтому вы, друзья, уже не перепутаете. И ничего не забудете. Циферблаты есть, уведомления и разные, много языков. Вот. Ну, удалить данные, выключить и т.д. и т.п. Также у нас есть еще и нижняя кнопочка. Включаем нижнюю кнопку. Давайте сначала. Увидите, сколько много здесь всяких настроек. Вот. Упражнения. То есть, смотрите, сколько здесь, блин, всяких упражнений. Вот поэтому я называю, что это скорее фитнес, все-таки браслет, нежели просто какие-то там смарт-часы. Вот сколько здесь всего для спорта. Большое множество. Так, далее. Ну, опять же, для спорта шагомер, измеритель сна, пульса, кровяного давления, пульсоксиметр, то есть кислород в крови. Показывают погоду, вызовы, контакты, журналы звонков. Тут сынишка не разговаривает по часам, нету звонков. Вот. Уведомление висит одно. Да, друзья, уведомлений здесь только может находиться до 3. И дальше все время меняются новые поверх старых. Ну, в принципе, наверное, этих уведомлений больше и не нужно, чем 3 штуки. Будильники можем настраивать, секундомер, таймер, музыка. То есть найти телефон я показал. Можно включить режим женщины. Можно вызвать голосового помощника. Ну, к сожалению, этот телефон сынишки не поддерживает мой голос. Не настроен, вы сами понимаете. Есть также калькулятор. Можем спокойно, что надо, в любое время посчитать. Просто замечательно. Ой. Так, есть, друзья, камера. Вот камера вообще фишка интересная. Смотрите, и наблюдайте заодно за телефоном. И сразу же включается камера. И написано потрясти. То есть съемка у нас. Оп. Потрясли и сняли. Можно делать какую-то там скрытую съемку. Вот. Вообще классно. Ну, настройки это те, которые я уже вам показывал. Вот. В принципе, это все, что есть в данных часиках. Друзья, нашими часиками можно пользоваться как без приложения, так и с приложением. Единственное, что без приложения вы не сможете загнать сюда 10 контактов. Да, часы поддерживают только 10 контактов. Вот. Ну и сделать какие-то там свои настройки. То есть вот загнать сон, сколько мы спим, допустим, 8 часов. Видите, у каждого эти настройки будут по-разному. Спортивную цель мы не можем без приложения там сюда загнать. Вот как-то так. Так, что мы, значит, можем? И не можем, друзья. Вот, не можем мы без приложения мониторить все эти вот показатели. То есть, что здесь прописано? Сон. Вот, если мы будем использовать без приложения, вот, это все делается у нас и свайпами. Видите, шагомер, сон.
если мы используем без приложения, то у нас только показано будет последнее значение. То есть сегодня проснулись, и у нас будет показано это значение. Вот. А в этом же случае у нас, видите, даже погоду показывает. Некоторые говорят, не показывает погоду. Все работает, все отлично. Вот. А в этом случае у нас за все дни собирается какой-то график. Вот, каждым цветом выделено все, как, давайте, допустим, легкий сон. И вот здесь все описано, к чему, как, что он относится. То есть очень полезно и много информации. Поэтому обязательно скачивайте приложение и пользуйтесь всем этим чудом техники именно с приложением. Очень шикарная вещь. Ну, то же самое и пульс, артериальное давление, уровень кислорода. Тоже некоторые говорят, не работает. Кстати, давайте мы с вами все это дело и проверим. Уровень кислорода. Так, сон. А вот пульс. Давайте с пульса мы, друзья, и начнем. У меня был 110 пульс, но сейчас он устаканился в районе 80. Должен быть, по крайней мере. Вот, 97. Все верно. Потом, некоторые люди, не люди, вернее, а некоторые смарт-часы, я смотрю много обзоров, да, вот, и уже получилось. И некоторые люди, как говорится, меряют пульс на колбасе. Вот, на стол кладем часики и меряем пульс. Вы сами видели, что в воздухе они отказались измерять. То же самое произошло и теперь. Они отказались измерять. Так. Давайте, знаете что, давайте померяем теперь кислород. Многие пишут тоже, что не измеряют кислород. Ну, не знаю, наверное, пользоваться не умеют. Просто кислород нужно ждать долго, друзья. Я поначалу тоже думал, что они не измеряют, но все измеряется просто точно. Так что ждем. Не надо ничего нажимать, просто открываем монитор и ждем. А то некоторые начинают тыркать там на эти вот капельки. Вот, видите, кислород у меня 99%. А когда я болел, вот буквально вчера еще, у меня очень сильно падал кислород. Мне было 94-95. Сегодня он у меня 99. Сами можете убедиться. То же самое кислород. Давайте переключим монитор и переключим обратно. И попробуем померить кислород стола. Все. Ошибка. Не удается. Оставайтесь на месте и не затягивайте часы. Видите, сразу идет в ошибку. То есть пустоту и колбасу не измеряют. Я считаю это огромным плюсом. Так, что у нас еще здесь? Ну, это давление. Вот я мерил днем 117/79. В принципе, мое давление. Вот. Все. Функции я, наверное, вам все показал. Даже, видите, на примере стола. Что мы имеем еще по нашим настроечкам, друзья? Как я уже и говорил, у нас здесь можно забить контакты. Ну, сынишка ничего не забивал, то есть, смотрите, добавляем контакт. Там любого человека контакт, он добавился. Итак, 10 контактов. Больше, к сожалению, сюда не входит. Найти устройство. Вот, начать находить. Я вам показал, как часы ищут телефон. Теперь телефон ищет часы. Вот. Идет вибрация и такой вот белый экран. Все, нашли. Все. И часики наши потухли. Просто шикарная вещь. Так, что у нас еще? Настройка набора. Давайте я вам покажу сразу, какие у нас есть циферблаты по умолчанию. Да, они уже, кстати, не по умолчанию. Уже сынишка тут покрутил, и я покрутил. А по умолчанию тут стоит 5 циферблатов. Вот, и после того, как вы покрутите эти циферблаты, они остаются ваши уже там по умолчанию. Вот, идет у нас по умолчанию, часики приходят с таким вот аниме. Очень красивый циферблат. Нажимаем, держим, переходим в циферблаты. И вот такие вот у нас есть еще циферблатики. Это самодельный циферблат. Я вот тоже делал как-то так. И вот хочу вам продемонстрировать, сколько здесь есть циферблатов. Смотрите, друзья, какое немеренное количество циферблатов на любой вкус
цвет и, не знаю, там запах. Очень огромный выбор. Помимо всего этого предложенного, вот, вы можете делать и свои циферблаты. Давайте опять я, наверное, продемонстрирую, как это все делается. Да что ж ты смотри. Вот, фото циферблата. Нажимаем. Выбрать изображение. Выбрать галерею. Ну и сынишки тут давайте вот котенок. Котенок. Вот, нажимаем просто ОК. Здесь, друзья, мы можем изменить цвета, можем изменить время, расположение всех этих циферок. Ну, по-быстрому давайте делать циферблат. Ой, надо сохранить. Хлоп. Идет перенос. И видите, загорается такая вот стрелка. Все, нажимаем ОК и получаем циферблат. Новый с нашим котенком. Просто шикарно. Ну и на этом, друзья, наверное, хочу с вами проститься, так как, в принципе, тут все понятно. Досконально просто. Как говорится, разберется даже ребенок. Часы я данные очень, друзья, очень просто, очень рекомендую. Смотрятся шикарно, отлично. Вот на руке видите. Совершенно небольшие смотрятся. Сынишке понравились, а до этого он носил какие-то там квадратные ноунейм. Вот. А так все просто красиво. Как вы сами видели, работают правильно, четко, без всяких там чтений, колбасного давления. Все, друзья, на этом всем спасибо. Ссылки я, конечно же, оставлю на R7 Pro, так как R7 нет в продаже. Еще раз большое спасибо продавцу за предоставленный эксклюзив. Все, на этом всем спасибо. Всем пока. До новых встреч. До новых видео. Ты заходи, если что.